Последний раз обзор на телек был на моем канале около полугода назад. Пришло время восполнить этот промежуток времени неплохим бюджетным вариантом с диагональю экрана в 55 дюймов. Тем более у меня на 55 дюймов еще есть Huawei-вский телевизор и Sony-вский. И я думаю, про Sony вам на 120 Гц будет интересно посмотреть. Если интересно, пишем в комментах. За относительно небольшую сумму смарт-телевизор Hyundai. Производитель нам предлагает LED-экран с яркой, детализированной и реалистичной картинкой, широкий угол обзора, отсутствие искажений под любым углом, современный внешний вид устройства, виртуальный ассистент и операционная система Сберсалют. Управление через приложение и пульт DO, встроенные магазины для онлайн-покупок и возможность организовать досуг ваших детей, пусть сейчас и в каком-то смысле обрезанные. Сейчас все расскажу. Всем привет, вы на канале Пользанет, меня зовут Саня, розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные, разумеется, это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам о телевизоре 2021 года выпуска Hyundai с диагональю экрана в 55 дюймов. Полетели. Распаковка. Упакован телевизор в коробку из плотного картона, очень красочно оформленную и очень больших размеров. Хотя на самом деле она незначительно больше самого устройства, если смотреть на те же телеки Sony. Внутри все стандартно упаковано, в поставку входит телевизор, пара ножек для установки на горизонтальной поверхности, шурупы для крепления ножек, пульт дистанционного управления, пара мизинчиковых батареек, руководство пользователя и гарантийный талон. Летим дальше. Модельный ряд небольшой. Основное их отличие в диагонали экрана, и в продаже предоставлено всего 3 варианта на выбор. 43 дюйма, 50 и виновник обзора 55-дюймовый телевизор. Дизайн телевизора лаконичный, простой и невычурный. Я бы сказал, классический. Никаких лишних деталей с лицевой части, помимо рамок, нас не встречает. Только выпирающая из корпуса нижнего торца кнопка питания и логотип компании-производителя. Пульт управления минималистичный, по какой-то причине не предусмотрены кнопки с цифрами. Конечно, можно воспользоваться голосовым помощником, но кто ночью захочет с ним разговаривать, пока все домочадцы спят? Сборка у пульта средняя, и за время использования появились небольшие потертости и царапины. Напоминаю, что я его уже год юзаю. Сборка телевизора неплохая, ничего не скрипит, что очень даже радует. Но это вам не смартфон, вы его не будете трогать постоянно. С тыльной части имеется целый ряд комплектных разъемов, но нет физических кнопок для управления. Так вот, вернемся к разъемам. На борту имеется 2 антенных хода, 3 разъема HDMI, один из которых поддерживает ARC, в связи с чем можно использовать консоль вместе с вашим ТВ-другом. Далее 2 разъема USB, композитный разъем, разъем для наушников, CL+, разъем, SPDIF, оптический и разъем RG45. Это наш любимый для интернета. Размеры телевизора без подставки составляют 1229 на 714 на 85 мм, а вес 12,5 кг. Блок питания встроенный, летим дальше. Тип экрана LED. Засветов по углам или краям экрана, к счастью, нет. Под разными углами тон картинки слегка тускнеет и становится блеклым. Четкости хватает при просмотре видеоконтента Full HD, качество через приложение, к примеру, Око или Иви, супер. А в 4К вообще претензий нет. По итогам тестов на цветопередачу можно сказать, что цена равна качеству. Конечно, настроить под себя возможность все имеется. Диагональ экрана, как я уже сказал, 55 дюймов. Он достаточно большой, для семейных и дружественных просмотров фильмов подойдет однозначно. Разрешение экрана составляет 3840 на 2160 точек, контрастность 3000 к 1. Яркость дисплея составляет 250 кандел на метр квадратный. Это не вполне достаточно в солнечную погоду и при ярком освещении в помещении. Но и сильного дискомфорта при просмотре я бы не сказал, что появляется. Мне хватает. Бликов на экране по минимуму, что очень даже радует. Рамки вокруг довольно узкие. Время отклика пикселя равна 6,5 миллисекунд. Не для плойки он, конечно. Углы обзора составляют 178 на 178 градусов. Частота обновления экрана 60 Гц. Также на борту имеется 2 динамика мощностью по 10 Вт. Dolby Digital и Nicam также присутствуют. Звучание хорошее. Озвучка голосового ассистента Салют приятная. Работает данный телевизор на операционной системе Салют. После проведения всех необходимых манипуляций мы попадаем на домашний экран, на котором есть эфирное ТВ, новости, Око, YouTube, музыка, радио, игровой сервис Сберпэй, прогноз погоды, браузер, вывод видеосигнала с подключенным по HDMI и AV устройств. Следующая вкладка называется «Мой дом», в которой расположен центр управления умным домом экосистемы Сбера и каталог с актуальными товарами в виде выключателей и розеток. Третья вкладка «Фильмы», в которой показаны релизы фильмов и расположены различные видеосервисы. Четвертая вкладка «Музыка». В данном случае показаны актуальные релизы треков и завязано все на сервисе Сберзвук. Не думаю, что его отключат. Следующая вкладка «Игры». Несколько предустановленных игр с использованием голосового ввода. И не скажу, что они супер завораживающие, интересные, но если нужно потратить свое время, то добро пожаловать, как говорится, welcome.
Последняя вкладка — это Сберпэй, через которую появляется доступ к играм, доступным через одноименный облачный игровой сервис, поддерживающий сервисы Steam, Origin, EGS и так далее. Система построена на Android, и вы можете устанавливать приложения, доступные на Android, но предупреждаю, здесь очень мало памяти. И чтобы вы понимали, насколько это порой критично, примерно через 3 месяца использования, без установок дополнительных и сторонних приложений, периодически телевизор стал выдавать окошко с уведомлениями о том, что память закончилась, ее нужно очистить. И, к сожалению, очистка кэша не помогает, нужно удалять приложение. И последняя вкладка — это установленные вами приложения. Перейдем же к внутрянке. Процессор здесь MediaTek, хотя я его и не люблю, но вот что есть, то есть. Графический ускоритель Mali G52 старенький, оперативная память на 1,5 гигабайт, HDR10 телевизор поддерживает, Wi-Fi двухдиапазонный, Bluetooth версии 5.0, неплохо таки, и Android 9 версии. Железо, к сожалению, не быстрое, телевизор подвисает в разных ситуациях, как при просмотре YouTube, так и при разговоре с виртуальным ассистентом. Но не постоянно, скажем, даже редко. Настроек ТВ очень мало, если вы любите настраивать все под себя, то в случае с этим аппаратом ничего не выйдет. Приложение Сберсалют доступно на операционных системах Android и iOS. Через приложение можно управлять экосистемой умного дома от Сбера, использовать смартфон в качестве пульта управления и геймпада для управления играми. Также в приложении имеются голосовые ассистенты Сбер, Афина и Джой. Основной минус этого устройства в том, что многие жалуются на техподдержку. И, к сожалению, если что-то пойдет не так, к вам на помощь никто не спешит. Не сказал бы, что с ними приятно общаться, и общался. Мало они знают о нем. Также из минусов можно выделить потеря контрастности под углом, но и не искажение. Слабоватое железо, интерфейс недолговечный, как по мне, так как в какой-то момент телевизор стал очень плохо работать, долго подгружать приложения, выкидывать из них и самостоятельно перегружаться. Не зря его год гонял, правда? Цена по ссылке в описании к видео — это, наверное, самое основное, почему я делаю обзор, потому что телевизоры пока еще можно купить более-менее по адекватным ценникам, хотя все относительно. Про смартфоны — это другая история. Но если вам интересны смартфоны, которые успеваю купить я для своих обзоров, можете посмотреть мой телеграм-канал скидок по ссылке в описании к видео. Возможно, он еще будет существовать, потому что периодически что-то выкидывают. Я не постю туда ни капусту, ни картошку, ни корм для кошек. Я постю туда телефоны и все, что я приобретаю, в принципе, сам для обзоров. Huawei Nova 9 я купил недавно за 34 900, и я считаю, что это крайне выгодно, учитывая экономическое положение сейчас. Понятно, Google сервисов там не будет, но зато железо, которое они туда запихали, я считаю, что, учитывая курс доллара, более чем потребно. Вообще там много всего, смотрите сами. Резюмирую, в целом телевизор своих денег стоит. На борту несовершенный, но большой функционал, который будет со временем допиливаться программистами, мы надеемся на это очень сильно. Экран внушительный в размерах и привлекательный. Также привлекает предустановленные сервисы для заказа продуктов, сервисов просмотра видео и фильмов. Вообще хорошо иметь какой-то телек на понятной для нас системе, потому что неизвестно, что с другими будет. Встроенные викторины вы вряд ли оцените, но сможете с удовольствием посмотреть ТВ-каналы. Останется только наловчиться к их переключению, если их количество, как у меня, переваливает за 200 штук. Картинка более чем приемлемая для такой диагонали. При просмотре фильмов получаешь одно удовольствие. Сказать, что после использования у меня осталось к нему негативное отношение, я не могу. Помним, что я пытаюсь найти недостатки, все достоинства в рекламе, и в целом меня телевизор удовлетворил. Следующая стадия — рассказываю вам о Huawei-вском телевизоре, потом о Sony, и потом перейду к мониторам, так как купил их еще 2, но это постепенно. Еще у меня осталось 4 ноутбука, 3 компьютера и море телефонов, так что устанавливаем VPN, думаю, скоро YouTube закроют, и переходим в телеграм-канал взаимопомощи, я там тоже буду постить ролики, как и постить ролики в группе в ВК, но туда я вас не зову. Если вы в ВК, то добавляйтесь, если нет, не критично, жду вас в телеге. Девайсу, да, добра и удачи вам, дорогие друзья!